Салют, друзья! Меня зовут Максим Юн, и вы на канале, где мы говорим про ЕСБ. Самое первое видео на этом канале посвящено тому, как быть эффективным в бугурте, не обладая значительным весом и ростом. Это была тема, с которой мне было проще всего начать. Она достаточно личная, и я знаю ее не понаслышке. Так вот, недавно я тот ролик пересмотрел. Мне подсказали алгоритмы YouTube. И знаете, по сути, по содержанию, там все в порядке. Но вот по качеству, в сравнении с тем, как мы делаем видосы сейчас, земля и небо. И это проблема. Потому что новые подписчики, скажем, те, кто подписались, хотя бы уже даже в этом году, они тем роликом маловероятно, что заинтересуются. Они подписывались на контент определенного качества, а там я вещаю одним кадром на фоне стены. Они это смотреть не будут. Хотя тема того заслуживает. И поэтому мы решили сделать некоторый авторский ремейк, который вы прямо сейчас смотрите. Так что легковесы в бугурте, версия 2.0, дополненная и исправленная. Кстати, ребят, у меня сегодня день рождения, и лучшим подарком от вас будет подписка, лайк и колокольчик. Ну а для тех, кто хочет меня прям совсем порадовать, там внизу есть ссылочка для донатов. Несмотря на то, что сейчас самый значимый герой арены — это 3-метровые 7-тонные монстры, ЕСБ — это настолько прекрасный самобытный спорт, что им интересуются и мечтают примерить на себя доспехи вполне обычные, так сказать, средние люди. А знаете, что такое средние люди? Вот, к примеру, откроем спецификацию лифтов фирмы Otis, и там написано, что грузоподъемность модели 2000R 400-1000 кг или 5-13 человек. Несложно догадаться, что при своих расчетах инженеры фирмы за среднего человека брали человека весом 80 кг, что по меркам ЕСБ просто дрыщ. И вот такие люди мне часто пишут, мол, Макс, как же быть, неужели мечте не суждено сбыться? Ну, во-первых, прекращай ныть. А во-вторых, хорошая новость, в ЕСБ есть место всем, и легковесам тоже. Но важно понимать, что тебе, как легковесу, чтобы быть эффективным, нужно выполнять совершенно не ту работу, которую выполняют тяжеловесы. Ну, скажем, подносить воду, оружие, застегивать ремешки, быть пажом с кинжалом. Для того, чтобы сформулировать, какими навыками должен обладать легковес и какой тактики он должен придерживаться, нужно сначала определить функции и задачи, которые он может и должен выполнять. Это очень важно, потому что требовать от разных людей выполнения одинаковых задач как минимум странно. Если вы тренер команды или капитан команды, и к вам приходит новичок, в котором вы не можете разглядеть будущего Сергея Курицына, Богумила Мошничака, Романа Баранаса или Евгения Агеева, но у него глаза горят, он полон энтузиазма, не спешите ему отказывать. Лучше подумайте, как вы можете использовать его сильные стороны, помогите раскрыть потенциал. Лучше дрыщ в зале, чем Тор в мечтах. Скажем, в 5 на 5 легковес — это прежде всего юнит поддержки. Он оттягивает на себя опасных бойцов соперника, он может в паре с другим бойцом быстро реализовать преимущество, ну и сам тоже может фрагануть, если противник будет щелкать носом, клювом, чем-то. В больших бугуртах 12 на 12 и больше роль легковеса-бегуна еще более интересная. Он должен прорваться через строй противника или залететь в открывшийся гэп, создать хаос в тылу противника, оттянуть на себя как можно больше его бойцов, тем самым создать преимущество своей партии в линейной войне. В идеале еще и вернуться обратно, попутно сбив кого-то из бойцов противника. Ну или дополнительная задача — поймать и вывести из боя бегуна соперника, который залетел в его тыл. Это ли не романтика, парни? Определившись с задачами, давайте поймем, какой тактики должен придерживаться легковес и какими навыками обладать. Первое и, пожалуй, главное. Если вы легковес, вы должны всячески избегать прямого противостояния. Нет, даже не так. Вы должны избегать затяжного противостояния и борьбы. Почему это стоит на первом месте, почему это важно? Потому что мы не тяжеловесы, а борьба и затяжное противостояние — это именно их среда. В идеале вы должны быть всегда свободны, иметь хороший обзор, чтобы увидеть возможность фрага или увидеть вашего товарища, которому прямо сейчас необходима ваша помощь. Избегать борьбы не значит не уметь бороться. Скорее наоборот. Вы должны иметь хорошие навыки борьбы, чтобы уметь освободиться от захвата. Или, если будет возможность, использовать силу противника против него. Вы не должны быть инициатором борьбы, но если такая ситуация сложилась, вы должны уметь максимально быстро из нее выйти, либо развернуть в свою пользу. Бросить или подсечь противника, который недооценил вас, позарился на ваши небольшие габариты и, решив, что вы легкая мишень, легкий фраг, кинулся в неподготовленную атаку. Лучше всего освоить такие навыки поможет дзюдо. В этом единоборстве много внимания уделяется броскам и подсечкам, но в отличие от вольной борьбы или самбо, отсутствуют захваты за ноги, проходы в ноги, а работа в партере сведена к минимуму. Большинство бросков выполняется из стойки, а значит нам это подходит лучшим образом. Да, есть такой нюанс, что дзюдоисты борются в куртках, за которые проще хвататься. Но все-таки главное дзюдо — это работа с балансом противника, а не то, как его схватить. И важно научиться именно этому. А свой захват вы рано или поздно найдете, поверьте.
Если говорить о примерах, то это Иван Васильев, Евгений Беденко, Лукаш Коваль. Все это легковесы, обладающие высокими навыками борьбы. Именно поэтому я поместил их в свой топ борцов ФСБ. Если вы его еще не видели, странно. Вот он. Резюмируя, хочу процитировать Сунь Цзы. Вы должны быть готовы к борьбе, но избегать ее. Следующая характеристика, навык, скилл, жизненно необходимый для легковеса – это быстрые и ловкие ноги. Легковес должен уметь мгновенно стартовать, резко ускориться, мгновенно остановиться и опять ускориться. Он должен уметь резать углы, менять направление, финтить, обманывать и вырываться из захватов. Выше я сказал, что борьба – это территория тяжей, и нам туда лучше не соваться. Так вот, финты и маневры – это ваша среда. Чисто физиологически все это дается куда легче легковесам. Финты, которые без проблем выполнит невысокий человек весом 70-80 кг, просто вырвут колени высокому тяжелому бойцу. Правда, Леша? Очень важно, прям откровение. Тяжи сильнее, но дрыщи маневреннее, быстрее. Та-да-та-да-та. Я с недавних пор интересуюсь американским футболом и нахожу там много увлекательного. Во-первых, оказалось, что это вид спорта для очень разных людей, и всем, в зависимости от их физических характеристик, найдется позиция на поле. Так вот, там есть позиция раннинбека. Если совсем упрощать, то этому парню дают мяч, а он должен прорваться через несколько линий соперников, которые делают все, чтобы его остановить. Очевидно, что он должен обладать всеми теми навыками, о которых я сказал выше. Показательно, что парни, которые играют на этой позиции, обычно меньше своих тиммейтов. Если в вашем городе есть любительская команда по американскому футболу, привлеките для тренировок их тренера позиции раннинбеков. А если нет, мало ли. На ютубе много обучающих видео, которые, конечно, не заменят тренера, но точно будут полезными. Примером выдающейся работы на ногах я бы назвал, конечно, Владимира Ивлева из команды «Партизан-2». Это сейчас самый результативный легковес, и он эталонно работает в поле. Кстати, про «Партизан-2». Это команда, которая по большей части состоит из легковесов. У них точно самый низкий общий вес команды. И хоть, к сожалению, они далеко не всегда доходят до финальных стадий турниров, но их бои всегда супер зрелищные и динамичны. Обязательно посмотрите их бои, многого можно научиться. Легковесу нужно очень внимательно подходить к выбору оружия. И хоть тогда в самом первом ролике я сказал, что предпочитаю как оружие саблю, наверное, еще тогда стоило пояснить, что мой выбор обусловлен исключительно моим личным опытом и моим пройденным путем. Дело в том, что я с саблей дерусь очень давно, еще со времен до ИСБ. И когда начались бои 5 на 5, я просто по инерции взял ее с собой. Я ее очень люблю, но она эффективна в моих руках скорее вопреки. За долгие годы я просто научился, как правильно сильно ей бить, сильно и точно. И даже начал находить какие-то неожиданные плюсы. Я все это к чему? Хоть я саблю очень люблю, я однозначно не рекомендую ее как оружие для новичка. А на что обратить внимание новичку-легковесу в таком случае? На топор. Кажется, что в современном ИСБ это вообще самый очевидный выбор. Не меч, не фальшон, а именно топор. У топора два основных плюса. Во-первых, он бьет куда сильнее, чем фальшон. Во-вторых, вы можете второй рукой перехватиться за древко и создать неразмыкаемый захват. И хоть я выше сказал, что борьбы нужно всячески избегать легковесу, но возможность напрыгнуть сзади, ухватить противника за шею и утянуть его вниз сложно переоценить. Топор может быть как одноручно в паре со щитом или баклером, так и полуторной высотой, чуть выше пояса. Такой даже лучше. Им вы можете наносить реально очень сильные и быстрые удары, которые ваш противник не сможет игнорировать. А это очень важно, когда вы ассистируете своему товарищу по команде. Вы можете сказать, но ведь топором гораздо менее удобно фехтовать. Да, но фехтование в бугурте не нужно и даже вредно. Так, про навыки поговорили, про оружие проговорили, что там дальше осталось? Доспехи. Тут такая заставка доспехи. Раньше я думал, что доспехи легковеса должны быть облегченными, чтобы не стеснять движение. Тогда под облегченным я понимал как небольшую толщину стали, так и наличие открытых мест. Я как бы предлагал компенсировать и поменять защиту на маневренность. Со временем я понял, что я путал теплое с мягким, что на самом деле главным образом доспех должен быть очень хорошо подогнанным, и тогда он не будет стеснять движение. Вес тоже важен, но это вторично. В конце концов, вы же сильные парни, ходите в качалку. Ведь ходите, да? Доспех должен хорошо защищать. Охренеть откровение. Но да, доспех вас должен хорошо защищать, потому что, как бы вы круто ни бегали, рано или поздно вас поймают. И самое главное, чтобы пока вы из этой ситуации выбираетесь, вас не избили так сильно, чтобы вы были не в состоянии выйти в следующий раунд. Потому что в таком случае вы просто подведете вашу команду, а что они будут делать без такого классного, ловкого, быстрого парня, как вы? Такие за бортик держатся, такие, блин, что дальше-то делать, я не знаю.
Каких-то особых отличий по шлему для тяжеловеса и легковеса я не могу назвать. Ну, разве что, как мы знаем, легковесу важно крутить башкой, поэтому я бы рекомендовал все-таки шлема с более высокой тульей. А вот пристегивать ли шлем к спине ремнем, это на ваше усмотрение. Это точно жизненно необходимо тяжеловесам, потому что они много борются, а легковесам, факультативно, это точно не будет вредно. Я начал с того, что задачи у тяжелых и легких бойцов разные. Это и есть главная мысль сегодняшнего видео. Осознав этот главный факт, все становится на свои места. И становится очевидным, что утверждение о том, что карликам и дрыщам в бугурте делать нечего, оно ошибочно. У нас не так много бойцов, чтобы отказывать всем желающим. Нужно просто уметь работать со всем доступным персоналом, используя все сильные стороны и учитывая слабые. А на тренировках, если есть возможность, разделять группы в зависимости от задач, которые перед ними стоят на поле, и учить разному. Главным образом, еще более усиливая сильные стороны, попутно укрепляя слабые. Чем более разные бойцы у вас в наличии, тем больше у вас возможностей, тем более разнообразные схемы вы можете придумывать и использовать. Все, с наступающим. И кстати, мы приготовили для вас сюрприз, поэтому 1 января, после курантов, заходите на канал, тут вас будет ждать подарочек. Финт, который без проблем выполнит невысокий человек ростом 78... Конечно, Владимира Ивлева из команды «Партизан-2». У тебя как будто фотка Владимира Ивлева там все. Конечно, Владимир Ивлев. Володька! Володя! Эх, Володя! Мы это пишем, да? Володя, эх, был бы я помладше. Вот кто сейчас самый результативный легковес, и он эталонно работает на ногах в поле. Я люблю. Работает в поле. Сука, нужна какая-нибудь картинка, где чувак там стоит. Да, естественно.